Специальные военные провокации идут по плану. Сначала Эстония, теперь еще одна страна НАТО. Будут большие проблемы. Как отреагировали на нарушение российскими МИГами воздушного пространства члена Альянса в Белом доме? За такое нужно сбивать. Министр обороны одной из соседей России предложила европейским странам НАТО брать пример с турков. Взрывы и пожары. Киев расширил дроновые санкции на 3 новых объекта в России. Очередная жертва. Загадочная эпидемия лютует в России. Кого она не щадит? Новости с фронта. Александр Сырский сделал важное заявление. Все в порядке, продолжаем отдыхать. Стихия в популярной курортной стране и реакция туристов. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Провокация за провокацией. Российские истребители снова испытывают терпение страны НАТО. После Эстонии – Польша. 2 военных самолета РФ на малой высоте пролетели прямо над буровой платформой «Петробалтик», принадлежащей концерну «Орлен». Польская погранслужба заявила, что была нарушена исключительная экономическая зона страны. Российские истребители пронеслись прямо над объектом, создавая угрозу безопасности и рабочих, и инфраструктуры. Инцидент произошел спустя несколько часов после того, как 3 МиГа-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии и спустя 1,5 недели после вторжения 2 десятков небоевых дронов в польское небо. Тем временем появилась реакция Москвы на заявление Эстонии о нарушении ее воздушного пространства российскими самолетами. 19 сентября 3 российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Как мы сами не догадались, Россия воздушное пространство Эстонии не нарушала, в Польшу дроны не запускала, на Украину не нападала. Могли бы и позабористее что-то придумать. Например, летчики давно уволились из рядов ВКС РФ, а самолеты купили в военторге. В Эстонии это видят по-другому. 3 российских МиГа-31 вторглись в ее воздушное пространство у острова Вайндло и находились там почти 12 минут, что является ситуацией беспрецедентной. На перехват поднимались финские истребители, к ним присоединились итальянские F-35 с базой Эмори. В итоге российские самолеты проводили до Калининградской области. Пришлось отреагировать на этот инцидент и Дональду Трампу. На вопрос, видит ли президент США угрозу НАТО в этом вторжении в воздушное пространство члена Альянса, хозяин Белого дома ответил в своем стиле. Мне это не нравится, мне не нравится, когда так происходит. Могут быть большие проблемы. У кого могут быть проблемы, Дональд Трамп не уточнил. 10 дней назад на прилет в Польшу 2 десятков российских дронов президент отреагировал фразой, которую можно перевести «ну и дела». Позже он заявил, что инцидент с дронами мог быть ошибкой. С тех пор прошло более недели, а ничего более внятного из Белого дома никто так и не услышал. В этот раз Трамп тоже попросил некоторое время, чтобы дать более детальный ответ. Более жесткая реакция последовала из Вильнюса. Министр обороны Литвы прозрачно намекнула, 3 российских МиГа, нарушившие эстонское воздушное пространство, должны были быть уничтожены. Северо-восточную границу НАТО испытывают целенаправленно. Мы должны действовать решительно. Турция подала пример еще 10 лет назад. Есть о чем задуматься. Речь идет об инциденте 2015 года, когда Турция сбила российский Су-24 после кратковременного нарушения ее воздушного пространства. Ночью 20 сентября украинские силы нанесли массированные удары по ряду ключевых объектов российской нефтянки. Под удар попали Саратовский и Новокуйбышевский НПЗ, а также станция Самара, где формируется экспортный сорт нефти «Уралс».
Удар подтвердил и Генштаб ВСУ. Дроны и силы спецопераций поразили цели, обеспечивающие топливом российскую армию и приносящие миллиарды Кремлю. Саратовский завод перерабатывает свыше 7 миллионов тонн нефти в год, около 2,5% всей переработки Российской Федерации. Новокуйбышевский еще больше, почти 9 миллионов тонн. В Самаре же происходит смешивание сырья, откуда идет до половины экспорта российской нефти. Именно эта смесь поддерживает валютное поступление в бюджет Москвы. Теперь все это под огнем. Взрывы и пожары парализовали критическую инфраструктуру, без которой не работает ни экономика, ни армия. Кремль лишается не только топлива, но и главного источника дохода. В ночь на субботу Украина пережила один из самых масштабных налетов с начала войны. В этот раз агрессор использовал более 600 дронов и ракет. Нужно отметить отличную работу украинской ПВО. Сбито более 90% воздушных целей. Причем почти все крылатые ракеты и 2 баллистические. Несмотря на героические усилия украинских защитников, несколько «Искандеров» и крылатых ракет, а также «Шахедов» привели к жертвам и разрушениям. В Днепре в результате удара погибли 3 и по меньшей мере 30 человек пострадали, повреждены 22 дома. Ударам подверглись также Павлоград, Николаев, Киевщина. Все взрывается, выход, это жесть. Есть попадания в промышленные объекты, возникли пожари. Це вдруге, коли в мій дом попадає шахед, до цього в мене попадав град, в мене дитина не спала півроку. Це для мене була дуже проблема. Зараз теж я не можу заспокоїтись досі. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. С украинскими солдатами у агрессора получается воевать не так просто, как с украинскими многоэтажками. Главнокомандующий ВСУ поделился последними новостями с фронта. Они впечатляют. Продолжается операция сил обороны Украины на Донеччине, на Добропольском направлении. Продвижение наших сил в глубину обороны противника составляет от 3 до 7 километров. Восстановлен контроль в 7 населенных пунктах. Зачищены от ДРГ противника 9. В целом за время операции освобождено 160 квадратных километров и еще 171 зачищено от ДРГ. Только на этом небольшом участке фронта за короткий срок захватчики потеряли почти 2500 бойцов и более 800 единиц техники. От десятков мотоциклов до десятков БМП и дюжины танков. А еще несколько недель тому ряд источников писали о прорыве российских войск на этом участке и угрозе выхода агрессора в тыл позиций ВСУ. Теперь ситуация не только взята под контроль, но и оборачивается совсем по-другому для путинской армии. Не только служба по контракту является самой опасной для жизни профессией в России. Не менее рискованным делом остается управление крупными компаниями. В стране найден мертвым очередной топ-менеджер. В Подмосковье обнаружен застреленным Александр Тюнин, гендиректор Химпроминжиниринга, дочерней компании Росатома, занимающейся углеродными композитами для авиации и энергетики. Тело управленца лежало у машины на обочине лесной дороги. Рядом охотничье ружье и записка с жалобами на многолетнюю депрессию. Следствие называет это самоубийством. Загадочная эпидемия начала косить российских топ-менеджеров по странному стечению обстоятельств как раз с февраля 2022 года. Число странных смертей давно идет на десятки. Менее 2 недель назад под Калининградом нашли обезглавленным директора Кей-Поташ сервиса Алексея Синицына. Такую смерть тяжело выдать за самоубийство, но и каких-либо иных вразумительных версий от следователей пока не слышно. В августе внезапно умерли Дмитрий Осипов из Уралкалия и Михаил Кенин, один из крупнейших застройщиков России, а по некоторым данным кошелек бывшего министра обороны России Сергея Шойгу. Ранее ушла из жизни целая череда руководителей «Газпрома», «Новатэка», «Лукойла», «Транснефти» и других гигантов, в основном от падений из окон и внезапных сердечных приступов. Но, может, все это совпадение? Как думаете? Чувствую, комментарии будут огонь. Приехали отдохнуть, попали в эпицентр стихии. В Турции бушуют лесные пожары, и на этот раз в опасной близости от популярных курортов. В знакомом многим Белике, недалеко у популярной у отдыхающих Анталии, пламя вплотную подбирается к гостиницам. Туристов эвакуируют прямо из отелей. Автобусы вывозят людей в безопасные районы. Курортный рай на глазах превращается в зону бедствия. Вот такая атмосферка.
Столбы дыма были видны и над Аланией, еще одним популярным курортным городом. Туристы делятся сюрреалистичными видео и фото. И, судя по ним и комментариям за кадром, некоторым, особенно русскоязычным гостям, испортить желание отдохнуть не способна никакая катастрофа. Это за рекой, зайка, не переживай. Сереж, пойдем на улицу. Fünf, 4, 3, 2, 1. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.